Всем привет! У нас очередной заказ. Это контактная сварка, вернее машина контактной сварки. Предназначена для сварки ростовых металлов, проволок. Вот, заказ был под изготовление вентиляционных труб, дымоходов, вот, с вылетом клещей 500 миллиметров. Заказчик у нас Борис с города Самары. Вот, машина контактной сварки с педалью. Так-то она выглядит. Аппарат универсальный, то есть он может работать и можно как стационарно, прикрепив его, да, к этой станине и работать с педалью. Можно снимать его с станины, вот открепив его 4 самореза по бокам. И можно работать им с рук, как ручными клещами. Вот. Тем самым он является универсальным. Мощность аппарата 4000 ампер, вот, 5 вольт на выходе. Так, что у нас? Сейчас мы его включим, проверим. В розетку он уже включен. Потребление аппарата 15 киловатт. Это где-то на 65 ампер примерно потребление. Вот мы видим, контроллер включился, термометр показывает температуру, тоже включился. Вот. Так, контроллер у нас, благодаря контроллеру можно выставлять мощность от 20% до 100%. И время выставлять от 1 периода до 100 периодов. То есть один период это 20 миллисекунд, 50 периодов это 1 секунда. Вот. Так, что у нас тут еще? Да, сразу скажу, что лампочки индикаторные, питание постоянно горит, в нормальном состоянии она постоянно моргает, педаль она горит постоянно, при нажатии на педаль она тухнет, вот, отпустили педаль, она опять горит. И индикатор лампочка сварка, то есть как только вы нажали на кнопку сварки, она горит то время, сколько она выставлена на контроллере. Ну, грубо говоря, если она выставлена на 2 секунды, 2 секунды она и будет гореть, вот, пока идет сварка. Вот, потом тухнет. Так, с этой стороны у нас кнопочка для перевода режим автоматический. Это работа контроллера, да, по заданным параметрам. И режим ручной, это сколько вы нажмете на кнопку, на педаль, да, столько она и будет варить. Там 3, 4, 5, 6, 8 секунд. Вот. То есть это ручная выдержка. Сколько вы будете нажимать, столько она будет варить. Например, вам нужно будет какие-то толстые металлы проварить. Вот. Поэтому нужно подержать где-то 3-4 секунды, да. Вот. Какие-то, может быть, закисшие болты нужно будет разогреть, например, до красна, чтобы раскрутить. Вот. Там 10 секунд подержали, там она раскалилась до красна, можно будет откручивать. То есть это ручная выдержка. Так, и термометр электронный показывает два показания. Верхняя это температура трансформатора, и нижнее показание это температура контроллера. То есть на контроллере тоже стоит термодатчик. Вот. Вольтаж показывает, это не обращайте внимания, вольтаж это блок питания, который питает вот наш термометр электронный и питает кулеры. Вот это у нас, на него внимание обращать, на вольтаж. Вот. Смотрите только за температурой, чтобы не превышало 70 градусов. Вот, так как установлен на трансформаторе, на первичную обмотку установлен защита до 70 градусов. И на контроллере, на семистре стоит радиатор алюминиевый. И на него также еще дополнительно обдувает свой собственный кулер. Вот, и на него установлена тоже защита. Вот, тоже до 70 градусов. Как только вы видите, подходит где-то градусов 50, да, 60, лучше немножко остановиться, немного остынет аппарат. Вот, не перегружать, не перегревать его. Вот, для этого показания можно следить за термометром и не перегревать его. Это очень удобно с термометром. Да, как только, если вдруг вы проследили, отключился,
по какой-то причине либо трансформатор перегрелся, либо контроллер перегрелся, да, семистр, вот, тогда он отключится, погаснет наш контроллер, да, то есть показания все погаснут, отключится полностью, и варить им уже нельзя будет. Но вентиляторы не отключатся, они постоянно будут охлаждать трансформатор, все это дело. Вот, они будут работать, продолжать и показывать температуру. Так, как только он скинет градусов на 15 от 70, да, градусов, и он опять включится, можно будет, например, продолжать работать. Вот, так что следите за показаниями. Так, по бокам и спереди располагаются вентиляционные решетки для того, чтобы выходил теплый воздух. Спереди тоже очень помогают они, так как обдувают дополнительно кабель, который идет к электродам. И сами электроды медные тоже обдуваются холодным ветерком. Вот. Так, что еще у нас? Под большой палец также здесь выведена кнопочка сварки. Вот. Можно работать как с рук, ручными клещами, да. Вот. Я нажимаю, нажали, и идет сварка. Так, ногой сваривать педалью. Здесь имеется педаль. Педаль регулируемая. Можно регулировать вот этим талрепом. Регулировка на прижима металлических деталей между собой, для того, чтобы они были плотно сжаты, для того, чтобы потом сварить. Да, дожимаете до пола, до конца доводите педаль, дожимаете, и срабатывает микрик, вот слышно он, и идет сварка. То есть работа буквально одной ногой, вот, и двумя руками можно держать заготовку и сваривать, это очень удобно. Так, по поводу пружины компенсационной, она вот должна выглядеть вот таким вот образом. Между витками примерно расстояние, ну, где-то миллиметр, примерно так вот где-то. Вот. Так, что у нас на задней части нашего аппарата? Это два кулера расположены, основные, клавиши включения 220 вольт, да, сети, и разъем педаль. Так, и провод сетевой, подключение 220. Сечение провода 6 квадратов. Если будете подводить к этому аппарату, да, где будет стоять ваша контактная сварка, подводите не менее 6 квадратов трехжильным проводом. Обязательно заземление, так как корпус заземлен аппарата. Вот, заземление подводите. Если будете пользоваться удлинителями, то пользуйтесь тоже где-то не менее 6 квадратов удлинителя. 6 квадратных миллиметров удлинитель. Вот. Можно, в принципе, и поработать кратковременно на удлинителе 2,5 квадрата, да, но нежелательно, так как аппарат мощный, 15 киловатт, потребление 65 ампер, вот, поэтому нежелательно на 2,5 квадратах долго работать. Я сейчас проверю. В квартире здесь у меня видно, проводом подключен 2,5 квадрата. Здесь вот он уже толще идет, как там к самому аппарату 6,5 квадратов. Вот, вилка переходная, также будет в комплекте, вот, для 220 вольт. Вот, подключать лучше вот такими клеммными колодками. Это самый надежный вариант подключения. Так, что еще у нас в комплекте? В комплекте у нас также идет это коробка с автоматами. Вешаете на стену. Клемма заземления идет внутри. Так, очки защитные от искр, перчатки прорезиненные, двухслойные. Кнопочка, многие просят такую кнопку, да, дополнительно как педалька небольшая для сварки. Так, визиточка наша. Так, идет здесь у нас
крепления к полу. Это анкеры и шурупы, да, для того, чтобы деревянный пол закрепиться. Смотря какой у вас полы в мастерской. Есть вот здесь для бетонного пола анкер и шуруп для дерева. Так, наждачка для зачистки электродов и небольшой такой подарок. Будете устанавливать и пробовать. Да, зачищать медные электроды наждачкой желательно не крупной, такой меленькой. Вот, подсунули под электроды, нажали на педаль и один раз дернули, да, провели, и зачищается сразу снизу и сверху. Вот, можно, если там почернеет, можно что-то там почистить по бокам еще. Вот, таким образом. Да, здесь у нас сама станина регулируемая по уровню, да, там есть ножки регулируемые, опоры, а на задней части на полозьях стоят откатные опоры. То есть, если вам такой вариант не понравился, установки аппарата, да, ну, в принципе, я пробовал, ничего не качается, все нормально работает при работе. Вот, выставил по уровню, потому что пол бывает не, как говорится, где-то плюс-минус миллиметр, да, все равно играет. Вот, можно по уровню выставить, и все нормально работает. Да, можно откатить, вот, взять его за вылет и откатить куда надо вам по цеху, да, где-то вот, для удобства. Если такой вариант не понравится, можно эти опоры выкрутить и прикрепить, ну, намертво к полу, да, чтобы не качался, не болтался. Вот, можно так сделать, как вариант. Так, по электродам. У нас электроды стоят 14 миллиметров диаметр, медный круглый электрод, срезан, заточен под угол, видно, да, не под конус, а под угол для удобства. На сварке вы просили сделать именно таким образом, чтобы обваривать мелкие какие-то там тонкие детали, да, где имеются узкие плечики. Так, высота нижнего электрода 65 миллиметров, для того, чтобы можно было с легкостью засунуть сюда на трубу и обварить шов, да, или еще что-то такое. Вот. В принципе, все рассказал. Сейчас мы его попробуем, камеру поставим на штатив, попробуем поприваривать, сделать пробную сварку. Так, сейчас будем приваривать, пробовать второй дубль, да, первый. Сейчас я делал запись, да, не записался звук, придется сейчас сделать еще раз. Так, два вида металла здесь вот заказчик привозил предыдущий, это нержавейка 0,5 и 1 миллиметр толщиной. Вот, можно тут видеть, они там тоненькие, да, здесь вот миллиметр, этот вот 0,5. Вот, привозил, сам приехал, говорит, попробую, как варит, закажу, говорит, если понравится, то есть мимо, говорит, проезжать буду, мимо твоего города заеду, вот, и посмотрю, вот, воочию. Ну, то есть привез вот с собой материал, нарезал, говорит, такой материал с себя там, в мастерской, да, где они занимаются, вот, сам вот приварил, попробовал, сделал 3 точки он. Попробовал, да, поломать, сразу понравилось, сразу заказал. То есть все нормально, все его устраивает. Вот, он даже 0,5 не стал приваривать, потому что единичка приварилась 1+1, его все устроило. Вот, и сказал то, что заказываю. Сейчас будем на этих вот материалах и пробовать. Вот он мне их оставил. Так, сейчас попробуем. Здесь вот я уже выставил, было выставлено у меня 15 периодов и 90. Это с прошлого раза, как я вот не записался, у меня звук, да. Вот остался у нас здесь 15 периодов выставлено, это меньше полсекунды. Полсекунды это 25 периодов. Стоит 15 и 90%. Да, здесь я пробовал, дырки рвет. Вот можно видеть на разрыв, оставляет отверстие. То есть металл отрывается и остается на другом металле. Отрывает
с дырками. То есть приваривается вообще отлично. Здесь тоже я приваривал миллиметровый, тоже оставляет дырки, вот вырывает из миллиметрового металла. Так, сейчас мы попробуем приварить. Надеюсь, звук сейчас запишется. Так, попробуем 0,5, да, сейчас 0,5 приварить. Естественно, наверное, и время убавим, не 15 поставим, потому что 15 я варил миллиметровый периодов. Поставим на 10 периодов, попробуем в 0,5 миллиметров. Так, ну давайте попробуем еще раз. Нажимаем, и контроллер отрабатывает 10 периодов, то есть один период это 20 миллисекунд. Отрабатывает и выключается сам, то есть не нужно самому ничего ждать. Все, сварочный ток прошел, точка приварилась, ну мощность прям замечательная. Меня прям радует этот аппарат. Вот она приварилась, эта точка, кратер минимальный. Вот мы его оторвали, да, и видим то, что дырка опять получилась, да, то есть металл остался на этом, на этой стороне. Вот мы ее приваривали, все это приварилось отлично вообще. Так, попробуем еще раз приварить. Естественно, если таких сделать серию, давайте еще убавим, наверное, мощность на 85 поставим. 10 периодов оставим, мощность убавили на 85%. Так. Нажимаем. 10 периодов проварило, прошло. Вот таким образом выглядит точка, но, скорее всего, может быть, даже еще мощность надо убавлять. Ломаем. Опять отрывается с мясом, да, то есть видим опять отверстие. Вот, то есть остается все на этом, на другом металле, кусок металла. Так, пробуем убавлять, я не знаю, давайте убавим время, да, сварки. Поставим 5 периодов. 5 периодов поставим. Как лучше, поудобней. Так, привариваем. 5 периодов. Даже на 5 периодах, наверное, еще и мощность убавлять придется. Видим мы точку. Такая вот точечка. Пробуем ее ломать. На скрут. Ну, на скрут отрывается металл. Вот мы видим, металл остался. Вот оторвался металл. Даже не дырка, а порвали сам металл. Да? Вот остается у нас этот металл здесь. То есть кусок металла остался на другой. Вот. То есть все нормально, все варит отлично. На отрыв все замечательно. Так, попробуем приварить миллиметр плюс миллиметр на тех же показаниях. Давайте начнем с тех же показаний. Это 5 периодов, 85%, миллиметр плюс миллиметр. Нажимаем. Так, ну прижим был слабенький. Видно то, что здесь между металлами зазорчик, потому что металл здесь искривленный. Я его выправлял с этого края. И прижим был плохой. Тем не менее, отрывать пробуем.
Пробуем отрывать. Вот она точечка, да. Вот она была приварена, точечка. Вот, и она держит. Все равно держит. И оторвалась тоже с металлом. То есть прям видно, что кусок металла остается здесь. Так, попробуем сварить на чистом месте, где не было приваренного и не изогнут был металл. Ну, попробуем. Давайте прибавим все-таки, наверное, время. Не 5 периодов, а 10. Время сварки. Так, варим. Ну, точка, можно сказать, аккуратненькая уже. Вот она приварилась. Пробуем отрывать. Ну, точка не отрывается. Вот мы ее будем гнуть туда-сюда, пока не сломается, да, или не оторвется металл. Ну, оторвалась. Гнули несколько раз, и у нас опять образовалась дырка. То есть оторвалось с металлом. То есть металл остался в этом месте. Вот. Все. Ну, то есть приваривает вообще отлично. Запас мощности прям конкретный. Хочу сказать, отличный. То есть электроды вообще практически не нагрелись за это время. То есть мы работали вообще мало. Температура тоже в норме. За это время она, в принципе-то, и нагреться-то не успеет. Температура тоже показывает 30 градусов и контроллера, и трансформатора. Вот на таких показаниях мы работали. 85% это ток и 10 периодов это время. То есть 5 периодов мы варили, это 0,5, 10 периодов это варили 1 мм. Ну, можно сказать, отлично. То есть показания очень отличные. Запас мощности приличный. Так, ну все. Так, аппарат мы проверили. Вот, все работает, все нормально. Перегрева не показывает. В принципе, это нормально все. Так, сейчас расскажу, да, по поводу, как доставлять будем. Придет он вам разобранный, то есть сами клещи будут отдельно, снятые будут, да, 4 самореза здесь прикрепить надо по сторонам, слева и справа. Вот. Тяга тоже к педали будет снятая. Вот. Прикреплю ее к станине. Вот, то есть вам нужно будет ее просто поставить на место, разбирать я ее не буду, педаль тоже разбирать не буду, просто ее подниму кверху вот так и закреплю у станины. Вот, у педали здесь вот есть регулировка, да, можно будет прижим регулировать, смотря какой толщины металл вы варите, потому что бывает и кругляк 6 на 6, да, варить приходится, это уже 12 миллиметров между пятачками, должен быть зазор определенный, да, чтобы прижим был нормальный. Либо листовой металл вы варите 0,5 плюс 0,5. Вот, то есть прижим нужно регулировать вот этим вот талрепом. Вот. Прижим, опять же, должен быть, как бы сказать, оптимальный. То есть пятачки, когда сомкнулись на металле уже, и эта компенсационная пружина должна полностью сработать, да, до нуля, сжаться. И хватило места нажать на микрик, да, чтобы он сработал внизу под педалью. То есть это уже вы поймете интуитивно, все, тут ничего сложного нету, как она будет работать. Да, вот эти полозья тоже они будут сниматься. Я их сделал съемные в этот раз, ни разу так не делал. Но это для того, чтобы уменьшить габариты при транспортировке, тем самым уменьшится цена при транспортировке. Вот, то есть здесь нужно будет 4 винта по краям открутить, да, прикреплю я их сюда вот к станине, эти полозья. Вот, нужно будет просто прикрутить их на место и все. То есть сборка займет, ну, минут 5, я не знаю, не больше.
И можно будет уже начать работать. Так. В будущем также планирую уже этот вот аппарат клеща делать такую станину, чуть-чуть побольше, прям сантиметра на 3, чтобы он на это сварочный аппарат клещи вставлялись прям вот в эту станину, на поддон ложить, да, при транспортировке. И внутрь вот этой станины, вот, прямоугольник, вставлять вот этот вот аппарат. Тогда вообще будет меньше, в 2 раза меньше места занимать. Вот, и по транспортировке будет цена, опять же, уменьшится. То есть это, опять же, плюс при транспортировке. То есть уменьшается габарит. Так, в принципе, все. Так, по длине электрода у нас длина электрода нижнего 65 миллиметров, вылет 500, до тяги где-то сантиметров 45, до тяги, которая тянет педаль. Вот. Нижний электрод коротенький для того, чтобы можно было одеть какую-то трубу, да, обварить. Вот. Электроды тоже заточены под угол, как вы просили, не под конус, а под угол. Для того, чтобы обваривать какие-то плечики, труднодоступные места. Так, толщина электрода 14 миллиметров. Также к электродам вы привязаны не будете. Это тоже большой плюс. Просто покупаете 14 миллиметровый кругляк, нарезаете, какие вам нужны электроды, любой размер, да, вот, затачиваете, как вам нужно будет, и уже у вас будет неограниченное количество этих электродов медных. Вот, в принципе, все. Следите также за показаниями термометра, не превышайте 70 градусов. Вот 70 градусов это предел, при котором выключается аппарат. Так, в принципе, все рассказал. Так, сейчас мы его пакуем и отправляем